Всем огромный привет, добро пожаловать ко мне гости. Как вы уже поняли, у нас сегодня опять распаковка робота-пылесоса Rodme Eve Plus от компании Xiaomi. Этот робот оснащен с функцией самоочистки и влажной и сухой уборки. Давайте распакуем и посмотрим детально на этот робот-пылесос. Так, начнем с комплектации. Rodme Eve Plus упакован в две коробки. В одной база для самоочистки, а во второй сам робот-пылесос. В комплект поставки входит адаптер питания для подключения базы к сети, насадка для влажной уборки с установленной многоразовой салфеткой из микрофибры, один HEPA-фильтр с инструкцией установки, инструкция по эксплуатации и по первому запуску робота-пылесоса, в том числе есть и русский язык. Комплект одноразовых салфеток 10 штук, 2 запасных мешка для базы и при этом один установлен внутри. А теперь давайте вместе с вами рассмотрим внешний вид робота-пылесоса. Выполнен он в белом цвете с черными вставками. По центру у него расположен радар навигации. На передней части установлен датчик препятствий, а на боковых бамперах установлены датчики стены. Рядом с радаром расположены 3 кнопки принудительного возвращения на базу зарядки, старт, пауза и локальный режим уборки. А сам радар установлена кнопка для защиты от застревания под мебелью. Теперь давайте рассмотрим вид с другой стороны. По бокам у робота-пылесоса расположены 2 боковые щеточки, 2 основные такие огромные колесики. Центральная и самая главная щеточка быстро снимается и будет чистить удобно. Такая резиновая вставка. Щетку удобно достать, вынимать боковые вставки и будет удобно очищать от женских волос и шерсти животных. И также она быстро и удобно вставляется на место. Совмещенный контейнер для воды и мусора извлекается сзади. Это контейнер как бы 2 в 1. По бокам у него есть специальный отсек для воды, а в самом внутри находится сборки пыли и есть шторка, чтобы случайно мусор не выпал. При извлечении контейнера вместимость пылесборника 300 мл, а воды 250 мл. Давайте с вами рассмотрим саму базу. На базе виден дисплей. На нем отображается такая информация, как обратный отчет при самоочистке робота, процент заряда аккумулятора, а также индикатор, который сигнализирует состояние базы. На базе есть такое углубление. При парковке робот-пылесос занимает мало места. Под верхней крышкой находится мешок, куда собирается мусор при самоочистке робота, а также инструмент для очистки главной щетки и самой базы. Есть инструкция, как установить или поменять мешок. Мешок вмещается до 3 литров сухого мусора. Один мешок хватит на пару месяцев эксплуатации робота-пылесоса. Состояние базы и самого робота-пылесоса я очень довольна. Выполнен он добротно из качественного пластика, и при парковке к нему робота-пылесоса он занимает очень мало места из-за своего углубления. Я очень довольна. Давайте сейчас рассмотрим и посмотрим, как он в работе.
Конечно же, у робот-пылесоса есть свое приложение, называется он Rodme. Вы туда добавляете свой робот-пылесос, настраиваете вашу карту и создаете условия работы робота-пылесоса. Вы также можете определить зоны, задать зоны для каждодневной уборки, также запретить зоны, куда он не может заехать. Внизу находится 3 кнопки: зарядка, начать работу и сколько квадратов он убрался. Вы можете в любое время зайти в приложение, отправить его домой на зарядку, а также начать уборку. Также в приложении можно посмотреть учет расходных материалов, фильтров, разных мешков, и посмотреть его состояние. И, конечно же, робот-пылесос сообщает о своих действиях, когда он возвращается на базу, когда он начинает уборку, и дает сигнал, когда он застрял и когда ему нужна помощь. И все это можно сделать на русском языке. А теперь давайте вместе с вами потестируем наш робот-пылесос, создадим ему такие препятствия в виде горшка с цветочком и в виде травы для кошки и небольшого коврика. Посмотрим, как он справится со своей задачей. Как вы видите, с препятствиями он справляется очень хорошо, радар реагирует сразу на препятствия и он обходит их стороной. А сейчас мы посмотрим на поведение робота-пылесоса без препятствий, как он справится с определенной зоной, которую я ему задала, и как он там уберется. Посыпала я немного гречки, на видео, к сожалению, не так хорошо видно, немножко семечек и риса белого, тоже его не видно, но в дальнейшем видео, думаю, будет заметно. Так, сейчас мы подготовимся к влажной уборке. Это можно сделать сразу при запуске робота-пылесоса на уборку, но я хотела снимать вам вот этот отсек, вот эту крышечку вакуумную. Снимайте сюда, наливайте воду. Приготовила бутылку, отметила 250 мл, и каждый раз вот так буду туда наливать воду. 250 мл воды для робот-пылесоса хватает на одну уборку, на небольшую площадь до 100 квадратов. Все. Закрываем. Вот наша насадка для влажной уборки. Вода подается в 3 зонах. Можно отрегулировать подачу воды. Можно сделать побольше и поменьше. Это все делается в приложении. Одели и ставим наш резервуар на место.
Установила я насадку для влажной уборки, выбрала режим максимальной подачи воды, там можно их регулировать, есть минимальная, средняя и максимальная. Как он справляется со своей задачей влажной уборкой, вы можете сами заметить на видео, на кадрах. Он очень хорошо справляется, хорошенько протирает пол, но, к сожалению, он не протирает нам плинтуса, углы. Это не заменит нам полноценную влажную уборку, но поможет нам поддержать наш дом в чистоте и освежать его каждый день. Кто сейчас в поисках хорошего робота-пылесоса, моющего и плюс самоочистка, влажная уборка, это очень удобно. Я вам рекомендую этот робот-пылесос от компании Xiaomi Rotmi Evo Plus. Я его протестировала, проверила, уже пользуюсь 2 недели и очень довольна. Вот такой небольшой обзор у меня получился. Если вам понравилось, поставьте мне лайк, подписывайтесь. Всем пока-пока.